Привет, друзья, с вами Николай, и вы смотрите видео с канала Полезное ТВ. Вчера я выпускал видео о том, как и чем подкормить смородину после цветения. Это обязательно нужно сделать, так как это подкормка экваторная, и она поможет вам увеличить урожай, а именно размер ягод. Если вы пропустили это видео, то я оставлю ссылку на него в правом верхнем углу, а также в описании под видео. И в том видео я вам пообещал, что расскажу, как можно бороться с тлей на смородине. Она бывает обычная, которая повреждает верхушки смородины, а также галовая тля. Я покажу в этом видео, как она выглядит и какие средства против нее точно работают. Так что смотрите видео внимательно, слушайте внимательно, полезной информации будет много. И я бы даже вам посоветовал это видео себе сохранить. Поставьте ему лайк, и оно будет у вас понравившееся. И на следующий год, также и в этом году, когда будете сталкиваться с поражением смородины тлей, просмотрели видео, напомнили себе информацию и пошли с ней бороться. Ну и совсем немножко теории. Это у меня кусты черной смородины. Здесь кусты красной смородины. Также еще есть белая смородина. Так вот, галовая тля поражает в основном красную и белую смородину. И проявляется это следующим образом. Посмотрите, я думаю, на каждом участке присутствует данный вредитель. Здесь можно перевернуть листочек и обнаружить, что в этих местах есть галовые тли. Но также их может и не быть. Это, в принципе, хороший знак. Значит, что у вас, кроме вредителей, еще орудуют и защитники огорода, такие как божья коровка. Божья коровка обожает как галовую, так и обычную тлю. Она ее уничтожает. Но все же сейчас постараемся найти, чтобы я вам показал галовую тлю у себя на смородине. А вот, собственно, она и есть. Посмотрите. Вот, она достаточно крупная, эта тля. Она размерами около 2 мм. Она высасывает сок с листьев. И на красной смородине она селится, потому что здесь листочки более мягкие, им легче с них высасывать сок. И, кстати, многие огородники, особенно начинающие, думают, что это болезнь. И покупают различные фунгициды, потому что лист действительно выглядит как болезненный. Но фунгициды не помогут против данных вредителей. А такую форму лист имеет, и название галовая тля пошло из-за того, что, высасывая сок из листа, появляются такие сверху наросты, а именно защитная реакция куста смородины на высасывание сока. Это называется галлы, вот потому-то она и галовая тля. Это вам так, для справки. А вот на черной смородине в основном проявляет себя обычная тля. Это также отлично видно, когда листочки начинают закручиваться, то здесь, разворачивая, можно обнаружить тлю. В данном случае мы видим, что здесь также побывали защитники, они уничтожили тлю. Но все же давайте искать, и сейчас вам покажу. Вот, кстати, то, что мы и видим. Посмотрите, как я и говорил, жук-солнышко. Я его отрываю от дела. А вот тли. Посмотрите, сколько их много на листочках. И как можно видеть, даже сейчас мы видим процесс, он съедает тлю. Это редкие кадры. Вот такой один жук за сутки может съедать до 70 особей тлей. И также хочу обратить ваше внимание на мои кусты смородины. Как можете видеть, поражение, что галовой, что обычной тлей, минимальное. Здесь верхушки вообще не поражены на данных кустах, а на некоторых все же это присутствует. А это все благодаря тому, что я каждый год, ранней весной, когда еще не сошел снег, обливаю кусты кипятком, потому что яйца тлей находятся вот этих почках, из которых вылазят молодые веточки. А повышенная температура большую их часть уничтожает, а с остальной тлей я борюсь следующим образом. Поэтому на следующий год не поленитесь и обработайте кипятком. Это видео оставлю здесь в правом верхнем углу, посмотрите обязательно. Ну и самый простой и доступный способ, когда вы видите, что на ваших кустах не массовое поражение тлей, вы просто подходите, хоть это верхушка, хоть это боковые листья, вы просто берете вот так все пораженные листья, зажимаете в руку и срываете их. Набираете пару литров воды и бросаете туда данные листочки. Пускай они побудут здесь пару дней. Вся тля погибнет, а у вас даже будет заготовка под зеленое удобрение. И вот посмотрите, на красной смородине я обрываю все листочки. А даже если вы оборвете верхушку, можете не бояться, через пару дней здесь проснутся еще почки, и она дальше начнет расти. А данный способ поможет уничтожить большую часть галовой тли. А также и с обычной тлей мы боремся тем же методом. Берем
и обрываем все скрученные верхушки, все скрученные листочки. Не волнуйтесь, новые листы нарастут, ведь все равно толку от вот таких листов для куста никакого нет. А как раз мы спровоцируем нарастание новой зеленой массы, и заложенный урожай на наших кустах будет нормально развиваться, и вы получите крупную ягоду. Как вы видите, данный способ безопасный и реально рабочий. Но если у вас много кустов, он может показаться достаточно трудоемким. Хотя у меня 40 кустов, и я без проблем с этим справляюсь, так как данную процедуру каждый день делать не нужно. Ну а теперь вам подскажу народные средства, которые помогают в борьбе с тлей. Но эффективность их не стопроцентная. И сейчас объясню почему. На мой взгляд, самым лучшим народным средством от тлей есть раствор хозяйственного мыла 72%. Берете полбруска 100 грамм, натираете на крупную терку, заливаете литром кипятка, вымешиваете до полного растворения, вливаете в 10 литров теплой воды, еще раз перемешиваете, заливаете в опрыскиватель и опрыскиваете кусты данным раствором. Но вот здесь наступает главный нюанс. Обработав листы поверху, толку никакого не будет от данного средства, так как оно не впитывается внутрь куста, не впитывается в сок. А галовая тля и обычная тля селятся только на нижней части листа. И вот в этом и заключается основная проблема. Если не обработать нижнюю часть листа, то данное средство будет малоэффективно, так как на саму тлю хозяйственное мыло не попадет, а это щелочь. Она уничтожает всю тлю, просто попав на ее тело. Ну и в конце, конечно же, расскажу, какие химические средства можно применять на смородине, чтобы уничтожить всех вредителей и при этом сохранить полезность урожая. А для этого просто нужно придерживаться следующих правил. Во-первых, последнюю обработку на смородине можно проводить за месяц до сбора урожая, так как время ожидания после обработки у средств, о которых я вам сейчас расскажу, всего лишь 20 дней. Плюс даете 10 дней запаса, и смородину можно употреблять без проблем. И объясню, с чем все это связано. Обрабатывая химией, она идет не контактного действия, как, например, хозяйственное мыло, а системного. Это значит, что оно в течение 15 минут впитывается в растения, так что вам даже не будут страшны дожди. А, кстати, мыло дождем смывается. Поэтому им обрабатывать, если намечается дождь, нежелательно. И также через 15 минут, обработав инсектицидами, тли уже прекращают питаться вашей смородиной и погибают. И эти инсектициды циркулируются по всему кусту, что вам не обязательно попадать на нижнюю часть. Вы можете даже поверхностно обработать все кусты. И думаю, у вас сложился вопрос, а как же эти инсектициды выходят из куста? Все достаточно просто. Через листовую пластину происходит фотосинтез. Вдаваться в подробности не буду, вы можете в интернете прочитать, что это такое. Но вкратце расскажу. Влага, которая впитывается корневой системой, и ультрафиолет фотосинтезируют в листовой пластине, при этом происходит испарение, поглощение углекислого газа и выделение кислорода. А также таким способом кусты усваивают питание. И вот, собственно, циркуляция влаги из почвы и испарение ее через листовую пластину и выводит данный инсектицид в течение 20 дней. Поэтому можете быть уверенными, смородина будет экологически чистая. А я бы вам посоветовал использовать два инсектицида, которые проверены. И они действуют не только для смородины, а абсолютно для всех плодово-ягодных, а также огородных культур. Первое — это Актара и Децис. Но разница между Актара и Децисом в следующем, что Актара более безопасна, у нее 3-й класс опасности. А это значит, что она умеренно опасная. А у Дециса 2-й класс опасности. Поэтому, друзья, подытожим. Если у вас немного кустов и вы трудолюбивы, то тогда я бы вам посоветовал воспользоваться первым способом, а именно механически поудалять все пораженные листы с тлей, как это делаю я. И также обрабатывайте весной кипятком. Второй способ нужно использовать, если вы с этим заморачиваться не хотите, но все же склоняйтесь к народным средствам. Ну а если уже на ваших кустах тьма тьмущая тли, то чтобы не сделать лысыми кусты и не заливать их каждый день хозяйственным мылом, лучше применить, конечно же, инсектициды. Те, которые я вам и говорил. Поэтому, друзья, кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться данным видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Задавайте в комментариях свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А также, если одинаковых вопросов будет очень много, то я сниму подробный видеоответ. Я же вам желаю больших и чистых урожаев. До встречи в новых видео. Пока!